ходил на работу, начался кашель. Первый день кашля вроде терпимо было, второй день уже на работе чуть ли легкие не начал выплевывать. Прям с работы ушел в больничку. С больнички отправили на амбулаторное лечение. Якобы там гланды увеличены, что-то такое. Ну, температура была невысокая. А к вечеру уже почти 39, там 39 с хвостиком стрельнуло. Вот. До пятницы я горел. Вот. В пятницу я пришел в больничку на осмотр. Ну и прямо с больнички меня скорой забрали в инфекционное отделение. Ну, а уже в приемном покое мне как бы поставили диагноз вирусная пневмония. Вот, собственно, 2 недели лечения. Тесты мне никто не делал на предмет коронавируса. На мой вопрос, будет ли мне сделан тест, мне сказали, что мне делать тест никто не будет, потому что тесты делаются людям конкретно, которые контактировали с приезжими за границей, либо сами приехали за границей. Ну, вот как-то так. То есть, я правильно понимаю, ты работаешь на комбинате, и, получается, тебя сначала осматривали в медсанчасти, а после этого только забрали в городскую больницу. Ну да, получается, в среду я обратился в медсанчасть, в пятницу мне назначили как бы повторный осмотр, я пришел, температура была, ну как бы я им все рассказал, они меня отправили на флюорограмму, сделали рентген легких, и тут же после расшифровки сразу вызвали скорую с диагнозом вирусная пневмония правосторонняя. Ты говорил о том, что также у тебя супруга контактная, и они сразу же, получается, и ее поместили вместе с тобой в инфекционное отделение нашего города. Не сразу. Я, получается, в инфекционку поступил в пятницу позапрошлую, не знаю, какое число было, не помню. Да, 20 число. 20 числа, получается. Вот. А 22 числа жене стало хуже, то есть тоже кашель. Ну и, собственно, я ее уже принудительно заставил, чтобы она обратилась. И ее тоже положили в инфекционку с подозрением. Вот. Но пневмония у нее не подтвердилась. Ну, как бы вовремя обратилась, ее тоже начали там антибиотиками колоть. Ну, собственно, она перенесла это все полегче. Доктора, когда ты попадал вот на приемный покой, они сразу же тебя просто без каких-либо вопросов сразу же перевели в именно инфекционное отделение, да? То есть даже не было других вариантов. Нет, ну почему? Были вопросы, то есть, ну, как бы я попал, меня же привезли сначала в приемный покой терапевтического отделения. Там сделали анализ крови, взяли там из пальца, то все, собственно, спрашивали, какие симптомы. Ну, я рассказывал, потом пришла заведующая инфекционного отделения и сказала, что я их клиент, и забрала меня. Угу. А много ли людей, которые были с похожими симптомами? Ну, я тебе хочу сказать, что я же лежал в боксе, я не видел конкретно людей, которые туда поступали, но люди поступают и поступают туда. И вот даже вот вчера я оттуда выходил, еще 2 человека сидели там на поступлении. То есть, ну, людей много поступает. И даже через стены слышно, как они кашляют. Ну, просто... Угу. Есть какие-то, ну, как по-твоему, чисто субъективно, есть ли какие-то дополнительные меры безопасности, которые со своей стороны ну, делает инфекционное отделение? Ты говорил как-то о том, что есть некий новый бокс. Ну, смотри, я по поводу этого бокса оборудованного, я его видел только по телевизору. То
есть на местном канале его показали, что вот у нас бокс оборудован полностью для приема больных коронавирусом. Но, по сути, получается, это единственный бокс, 2 койко-места, ну, то есть я, допустим, лежал в боксе, у меня никакой аппаратуры там для вентиляции легких, ничего такого не было. По поводу ремонта, ну, если ремонт это, допустим, замена окон, замена двери входных в бокс и замена труб, все. Что касается ремонта, на этом все. То есть сам санузел в бокс, ну, это, я не знаю, туда страшно заходить. Душ не работает, то есть санитарки, ведра, которые набирают там полы мыть, они прямо в ванную ставят. То есть, а потом в эту ванную, получается, если больной захочет помыться, ему что в ванную эту приходится заходить. Ну, то есть, по поводу санитарии, ну, тут вопрос спорный. А медики ходят в специальных защитных каких-то масках? Просто говорят о том, что Полтавский ГОК и другие спонсоры выделили огромное количество средств на приобретение разного рода респираторов, разного рода специальных средств защиты. То есть ты видел хоть что-то приблизительно, пролежав 2 недели в нашем инфекционном отделе? Ну, маски вот такие же, как на мне сейчас. На голове, ну, их беретик вот этот, чтобы волосы закрыть, и все. Ну, как бы их рабочая униформа, халатик, да и все. Ну, в перчатках они, ну, все. Каких-то специфических там костюмов, ну, не было, я не видел. Вот буквально несколько дней тому назад вас всех согнали с 1-го этажа на 2-й. То есть, я так понимаю, ты лично видишь, что привозят людей с реальным подозрением на коронавирус. Ну, то есть, ваше заболевание они отметают как коронавирус, дабы не портить статистику, наверное. Вот. А появились реальные подозрения, которые они действительно даже проверяли. Расскажи, пожалуйста, об этом. Смотри, ну, как бы прибегает в бокс медсестра, говорит, собирайте вещи, вы переезжаете на 2-й этаж инфекционного отделения. На мой вопрос, что случилось? Ничего не случилось, переезжайте. Ну, а потом уже под конец дня я все-таки выпытал у медсестры, она, да, говорит, было подозрение, 3 человека привезли с подозрением на коронавирус, но сделали тесты, якобы ничего не подтвердилось, но вас таки решили оставить на 2-м этаже. Вот. Ну, соответственно, я здесь не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что я сам не видел этих людей, а правда это или неправда, и что конкретно там происходит, я тоже сказать не могу. Я вопрос задавал по поводу, есть ли тесты. Да, тесты есть, привезли, но вам их делать не будут. Ну, вот конкретно мне. Мне с женой сказали, вам делать не будут, потому что эти тесты для людей конкретно контактировавших, либо приезжих из-за границы. Последний вопрос буквально. Первое, как ты себя чувствуешь? И второе, я так понимаю, что вас сегодня выписывают вместе с супругой. Делают ли вам финальные тесты по выходу из инфекционного отделения? Заставляют ли вас самоизолироваться сейчас? И ну, вообще, что говорят медики? Пойдете или как? Смотри, самоизолироваться никто не заставляет. В принципе, это уже наша с женой инициатива, просто пойти в медсанчасть, чтобы нам хотя бы немного продлили больничный, для того, чтобы, потому что у нас сейчас непонятно, прыгает температура, ну, невысокая, там 37,5, вот, но она прыгает. Врач, конечно, предупреждал, что она может прыгать после болезни и все такое. Ну, сколько она будет прыгать, непонятно, но я считаю так, что ну, если температура 37,5 есть, все-таки какой-то воспалительный процесс присутствует еще. Вот, поэтому тут уже мы сами
от себя хотим, чтобы нам больничный продлили хотя бы дня на 2, на 3, чтобы посидеть дома, чтобы уже более-менее устаканилось здоровье. По выписке никаких тестов никто ничего не делает. По крайней мере, предложений сделать какие-то тесты нам не было предложено. Как ты знаешь, в нашем прекрасном городе случаев заболевания коронавирусом официальных нет. Давай все же напоследок, наверное, если тебя не затруднит, давай, может быть, представимся, и если тебе не сложно, через телефон вряд ли кто-то заболеет, покажем, собственно, лицо. Привет, так, да, так ближе. Спасибо большое за информацию. Я уверен, что это станет как минимум интересным для большого количества людей, которые это посмотрят. И все же представься, чтобы люди понимали, что ты... Меня зовут Александр, фамилия Кущ. С партией Шария с самого начала. Толику я верю, смотрю его с 2014 года. Надеюсь, что вместе мы победим это навязчивое зло, которое творится в нашей стране. Ясно. Спасибо большое. Тебе здоровья, выздоравливайте вместе с супругой. Не болейте. Всего хорошего. Спасибо.